Как ни играй, куда ни пойди, кто бы ни встретился нам на пути. Весело тем, кто мир познает, смелее, котики, вперед! Мяу! Котики, вперед! Сойдет и так. Во что сегодня поиграем, Катя? Заглянем в коробку. Смотри, Катя, это мумия. И лопаты. Мы станем археологами и раскопаем древние сокровища. Да, и может быть папу этой мумии найдем. Мяу-мяу, котики, вперед! Котя и Катя побежали через пустыню к древней пирамиде царя Катанхамона. Уф, как жарко-то. А им не жарко. Не стой, пойдем. Мы археологи, ты не забыл? Вот это да! Смотри, сколько тут всего. Эй, Катя, я древняя египтянка. А ходить как они умеешь? Котята, скорее! Я сделала величайшее открытие! Ведите же нас! Вот она! Древняя статуя Катанхамона! И это статуя? Будет статуей, как только вы сложите ее по кусочкам. И вот что должно получиться. Ну проще простого. В головоломках мы знаем толк. Прекрасно! Сегодня же мы должны показать ее в музее. Удачи! А когда справитесь, можете поплавать. Спасибо! Приступим? Это нога. Крепить к постаменту. А точно этот кусок отсюда? И так сойдет. Давай поскорее закончим и плавать пойдем. Ладно. Вот еще кусок. Что это? Ухо или нос? Ладно, пусть будет нос. Ну вот, и так сойдет. Котя и Катя собрали статую так быстро, что вскоре все сделали. Ну, как сделали? Все, теперь скорее идем плавать. Странно вышло. Сойдет и так. Накрой ее. Но тут еще куски остались. Катя, мы обещали ее собрать. И мы ее собрали, так? А значит, можем идти плавать. Бежим. Ух. Эй, Котя, подожди! Весь оставшийся день котята плавали вместе с утятами. И вот настало время показать статую посетителям музея. Нам выпала большая честь представить вам Катанхамона! Что? Может быть, надо было хвост прикрепить сюда? Это было бесценное сокровище! А теперь это мусор. О, нет! Ну, мы с тобой и натворили. И тут появился таинственный незнакомец. Ого! Что случилось? Нам поручили древнюю статую по кусочкам собрать, а мы не справились. Как так? Это было сложно? Нет, мы просто очень спешили, Почему? чтобы закончить и пойти плавать. И поэтому я все быстро делал. Я думал, что и так сойдет. И как, по-твоему, сошло? Нет, она разбилась. Эй, я все понял. Если делать тяп-ляп, так и выйдет тяп-ляп. А надо усилия прилагать. Спасибо, пап! Эй, как вы догадались? Мы заново начнем, Катя. Но в этот раз очень постараемся, чтобы все сделать правильно. Теперь понятно! Летим обратно! Котя и Катя вернулись в начало своей археологической экспедиции. Но только в этот раз Не торопись, Катя, мы успеем. они не спешили. Я знаю, надо перевернуть. А напротив, очень старались и, наконец, закончили. Когда же профессор сняла покрывало, котята были не просто рады, они были счастливы. Гениально, котята! А теперь пойдем плавать! Давайте, кто больше брызг поднимет, вперед!
играй, куда ни пойди, кто бы ни встретился нам на пути. Весело тем, кто мир познает, смелее котики вперед! Мяу! Котики вперед! Так не договаривались. Во что сегодня поиграем, Катя? Давай заглянем в коробку. Смотри, Катя, тут кинокамера и мегафон. Мы станем режиссерами. Да, и сможем снять собственный фильм на Kiss Мяу студии. Мяу-мяу, котики, вперед! Когда Катя и Котя выпрыгнули из своей волшебной коробки, их комната преобразилась в настоящую киностудию с потрясающими декорациями. Ого, тут так здорово! Посмотри, в этом кинотеатре мы сможем показать свой фильм, когда закончим. Да, теперь нам нужно найти актера. Кто-то здесь искал актера? Вы его нашли. Я могу жонглировать, показывать фокусы и делать все глупости, какие пожелаете. Правда? Правда, обещаю. Похоже, мы нашли звезду. Но прежде чем мы начнем, вы должны пообещать кое-что мне. Что? В вашем фильме я станцую свой учи-гучи танец. Обещаем! Значит, уговор. Готово! Снимай, Котя! И мотор! Жил-был один эльф, который любил волшебные глупости. Снято! Это было превосходно! Спасибо, но вы еще не видели мой следующий трюк. И мотор! Вот как я могу. Снято! Потрясающе! Ну что, теперь мой учи-гучи танец. Конечно! Но не мог бы ты сперва пожонглировать? Без проблем. Например, огурцами. И розовой свинкой! И клаксоном. Снято! Изумительно! Да, ничто не затмит такой финал! Пойдем покажем наш фильм в кинотеатре! Увидимся там, мистер Эльф! А как же учи-гучи танец? Не волнуйся, фильм и так удался. Все будут в восторге! Но вы же обещали! У нас был уговор! Коте и Кате не терпелось скорее показать всем свой фильм. Но когда кино наконец началось, котята не могли поверить своим глазам. Что? Жили-были два котенка по имени Котя и Катя. Они были очень плохими котятами, которые не держали своих обещаний. А что мы думаем о котятах, которые не держат обещаний? Я ухожу! И я. О, нет! И тут появился таинственный незнакомец. Что случилось, котятки? Один злой эльф испортил наше кино! Потому что мы не сняли его глупый танец. Неужели? А почему он решил, что вы его снимете? Ну, потому что мы обещали. После того, как он выполнит свои обещания. А он сделал все, что обещал. Да. Но он показал столько разных фокусов, что танец нам стал уже не нужен. Значит, он выполнил свое обещание, а вы нет. Ну, да. А что бы вы подумали, если бы эльф не сдержал свое обещание? Что нельзя верить эльфам! А, я понял. Обещаешь что-то, ты даешь понять, что тебе можно верить. Спасибо, мама! Эй, ну как вы догадались? Давай попробуем снова, Катя. Но на этот раз мы сдержим обещание. Правильно, уговор есть уговор. Теперь понятно, летим обратно! Котя и Катя снова отправились в свое большое киноприключение. Но на этот раз... А теперь волшебное жонглирование. Да, постой. Нет, мы должны снять еще одну сцену. Но жонглирование, это же так весело! Согласен, но мы дали обещание и должны его сдержать. Точно! Мистер Эльф, пришло время... Учи-гучи! И мотор! Учи-гучи, учи-гучи, учи-гучи-гу! Учи-гучи, учи-гучи, Обожаю эту песню! Я тоже! Учи-гучи, учи-гучи. Котя и Катя очень обрадовали эльфов своим кинофильмом и сдержали обещание.